Всем привет! С вами Ларри, а это наша рубрика о фигурках, в которой мы рассказываем вам про классные фигурки от разных производителей. И сегодня мы продолжим выпуски по фигуркам около космической тематики, в частности Звездным войнам. По тамнейлу и названию ролика вы, наверное, догадались, кто это. Но помимо того, что это пилот Тайфайтера из Звездных войн, а конкретнее это пилот имперский, пилот Тайфайтера из фильма Rouge One, изгой 1. Да, здесь у нас тут еще один стоит, поэтому сегодня будет не просто распаковка, а еще и сравнение двух фигурок. Если вы не видели видео с распаковкой этого пилота, сходите посмотреть. Ссылочка будет в подсказке. Итак, что у нас есть? У нас есть лимитка в 2000 штук от компании Sideshow. В черной коробке. Вышла данная фигурка в июле 2017 года. Господи, она уже полгода у нас лежит. Поэтому ура! Сегодня все случится. Коробка черная. В принципе, ничего особенного на ней нет. Тут пилот, тут он же, только Ван Фас, тут Star Wars, тут Disney, тут вся информация техническая, юридическая, со всеми предупреждениями на японском языке, с логотипом Sideshow. Да, дистрибьюторами выступили Hot Toys. То есть, если вы думали, что вот это вот Hot Toys, нет, это не Hot Toys, это Sideshow. Вообще у них очень много пилотов, именно тайфайтерских по разным частям. Но, вот, например, вот это точно Hot Toys. У них там какие-то вот в этом плане отношения непонятные. Боже мой, да всем насрать! Ну, в общем, как-то так. Стоила фигурка на момент релиза примерно 12 500 рублей, без учета доставки. При всем при этом Sideshow не шлют в Россию. Да-да-да, невероятно смешно. Давайте приступать к открытию. Да, забыл сказать, коробку умеет делать вот так. Здесь у нас еще раз пилот с названием франшизы Star Wars. Да, Тайфайтер. Ну вот, кстати, на самом деле о том, что это фигурка имперского пилота Тайфайтера именно из фильма Rouge One, я узнала на сайте, непосредственно Sideshow, потому что на коробке этого нигде не написано. И нет, может быть, конечно, вот здесь на японском, но как-то, ребят, вы же не только по Японии фигурку продаете. Вот, поэтому, да, это не ошибка, он точно из Rouge One. Ну что, давайте открывать. Так, открываем. Открывается он, как ни странно, не вот с этой вот крышечки, это так, исключительно демонстрационная вещь. А открывается он сверху. Ну, или, я так подозреваю, снизу, да. Вот, но мы будем открывать сверху. Так, отлично. У меня есть ножичек. Просто вот как бы... Я думала, это что блистер будет со скотчем. Но тут еще как бы и сама коробка тоже. Внезапно. Так, открываем. Да, тут нас ждет блистер. Какой-то большой блистер. Походу несколько. Ну, ничего страшного. Сейчас мы со всем этим разберемся. Так, в коробке больше ничего нет. Ну вытаскивается, я так понимаю, задник. То есть можно поставить на фоне какого-то непонятного малино-фиолетового пятна или не ставить. Так, что у нас тут? Где у нас тут скотч? Ага. Во. Это два блистера. В одном фигурка с подставкой.
Во втором руки, ноги, голова. Ну, условно. Да, его бластек пушечка, винтовочка, наборные ручки и запчасти от подставки. Давайте открывать. Так, скотч. Откроется. Открылся. Чувак. О. Полиэтиленчик. Это пакетик, кстати, для деталечек. Удобненько. И пакетик для деталечек, и оберточная бумажка. Экономисты фигово. И так, лежи. И подставка. С первым блистером покончили. Второй блистер. Так, тоже сверху. Угу. Так, все, нос нам больше не понадобится. Угу. Со вторым блистером тоже покончили. Слушайте, ух ты ж! О! Мать моя женщина. Отец мой мужчина. Вы только на это глянь, как это собирается вообще. Это же как-то собирается, да? Это же должно быть как-то вот как-то так. Короче, да, это упор. Просто прикольно, что-то не двигается. Что, ничего не двигается больше? Алло? Гараж. Ну, я так не играю. Я хочу больше движений в этой фигурке. Так, подставка. Ладно. Может, я что-то не понимаю, но... Ну, как-то... И это донная сторона. Я что-то не врубилась. А что такое-то? Что, не могли что-то поинтереснее сделать? Что это такое, товарищи господа? Да, ну ладно. Так, как тебя поставить-то? Ну, вытягиваться надо. Ну-ка. Ну, хоть так. Тик. Вот такая вот фигурочка у нас. Компания Sideshow представила поклонникам «Звездных войн» фигурку боевого пилота из элитной группы имперских космических сил. Несмотря на то, что фигурка не блещет сочностью цветовой гаммы, он все равно будет радовать взор, как минимум точностью исполнения деталей костюма и аксессуаров. Создатели подарили пилоту силуэт черного цвета, у которого проработан торс и волосы на груди. Серьезно? Ну ладно. При этом подвижность у фигурки небольшая при достаточном количестве точек артикуляции из-за плотного комбинезона, который, как вы заметили, можно расстегнуть и вообще снять, и системы жизнеобеспечения, надетой поверх него. Из-за этого торс практически неподвижен, и динамику в позе придется создавать за счет сгибания рук и ног, да и то в основном в локтях, коленях, бедрах и плечах, так как ступни и кисти также малоподвижны из-за высокой обуви и перчаток. Та же беда касается и головы, которая из-за шлема может поворачиваться не больше, чем на 90 градусов в сторону и совсем чуть-чуть вверх и вниз. Но в конце концов перед нами пилот, а не цирковой акробат, так что ему особая подвижность и не нужна. В комплекте к фигурке идет винтовка Е11, у которой раскладывается приклад.
2 дополнительные пары рук в перчатках. На промо-фотографиях ткань, из которой сделан комбинезон, очень похожа на кожу, но в реальности это что-то вроде плащевки. Сапоги и перчатки выполнены из плотной резины. На комбинезоне присутствует ряд кармашков, и все они интерактивны, а сбоку над предплечьем находится что-то вроде газырниц, в которых находятся шифровальные цилиндры. Надо отдать должное компании Sideshow за прекрасно воспроизведенный шлем и систему жизнеобеспечения. Ну что, я готова перейти к разделу наши оценки. Наша оценка. Погнали. Цена. 12,5 тысяч рублей за фигурку размером 30 с копейками сантиметров, масштаба 1/6. Много это или мало, судить персонально каждому. Но так как это наша оценка и у нас есть эта фигурка, значит для нас эта цена нормальная. А учитывая, что это лимитка в 2000 штук, кстати, на коробке вот на этой вот написано item 100 416. Вот это не совсем понятно, потому что то, что это лимитка в 2000 штук, я узнала на сайте. Ну, как бы, я не знаю, что это значит. Вот. Ну, продолжим. Цена. Ну, плюсик от нас, да, от нас плюсик, потому что фигурка стоит своих денег. Кому-то, может быть, покажется дорогой. Ну, не знаю, для кого-то и за 3000 фигурка дорогая. Тут как бы габариты. Стандартная 1/6. Вот туда же, к хот-тойсам, к триашкам. Sideshow уходит тоже туда же. Полка стандартная, ну вот, пожалуйста, вот такая полка, она спокойно вместит такую фигурку. Ты же вместишь? Да, вместит. Вместишь же, да? Ну, типа того. Ну, типа вместит, на самом деле, вместит, нормально все. Плюсик за габариты. Раритетность. Очень спорный пункт, потому что по факту eBay убивает всю раритетность, и на нем можно как бы найти, да, там втридорога, да, там возможно, не в коробке, но ты все равно заполучишь эту фигурку, если, конечно, покопаешься. Но у нас раритетность складывается из чего? Если фигурку можно найти не только на eBay или на Amazon. То есть, если есть какие-то местечковые сайты, какие-нибудь зарубежные форумы, где можно купить эту фигурку, это уже не раритет. Поэтому, да, пилот на самом деле хоть лимитный, но не раритетный. Плюсик ему за это я дать не могу. Его можно найти не только на eBay. Я проверяла, я искала, можно там на каких-то там чешских сайтах, условно можно заказать. Ну, как бы, конечно, если там сайт возит в Россию. Поэтому нет, не раритетный, и плюсика за это он от меня не получит. Что у нас дальше? Качество. Ну, тут все понятно, качество. Фигурка качественная. Вот. То есть качество складывается из таких вещей, как вот, например, ну, круто же, да? То есть какая-то деталюшечка, которая вот, ой, не падай, которая будет вот действительно выглядеть качественно. Жалко, кнопочки не нажимаются, вообще огонь был бы, да? Вот. Так вот у него все. Ну, у него все хорошо. Качественная фигурка от Sideshow. Sideshow, мне кажется, ни разу еще не делали фигурку некачественную. Некачественная она может стать после попадания на почту России. Но там я боюсь, что уже все, хана. Не то, что некачественная, там и фигурка туда нас не доедет. Вот. Поэтому, да, за качество тоже плюсик. Единственное, что, конечно, смотрите, у них ладошки, сейчас покажу, пегов, дополнительных запасных пегов нет. Они, все пеги вставлены, вот у каждой кисти есть внутри пег. Это, с одной стороны, удобно. С другой стороны, смотрите, что происходит. Вы снимаете руку, чтобы заменить. Это хорошо, вот так вот, ну вот он уже сполз. То есть стоило мне до него немножко дотронуться, он уже сполз. То есть вы должны будете натянуть
рукавчик, потом прицелиться и с усилием попытаться, да, там попасть. Вот он попал. Ну, это, конечно, не сильно сложно, но все равно достаточно странно. А вынуть пек оттуда, ну, как-то... Не знаю, еще давайте попробуем. Это, ну, реально сложно. То есть так-то, может, и возможно, но мне кажется, вы пальцы себе просто поломаете все к чертям. Поэтому, да, но нет, я бы предпочла, наверное, пеги отдельно от дополнительных частей. Вот, поэтому качественно, да, качественно. Вот у меня было одно небольшое замечание. Ну и подставка. Я не поняла, что это вообще, зачем, как, зачем они... Я сначала подумала, что может она там с подсветкой где-нибудь. Окей. Покрутила, повертела. Нет. Там нет никакой подсветки. Это просто черный ромб. Непонятный абсолютно зачем-то с логотипом вот здесь. Это зачем? Я еще подумала, что может в коробке где нет. В коробке нет никакой ни наклеечки, ничего нет. Просто ромб. Вот это, мне кажется, разочарование просто года. Вот, начали. Год называется с фигурки. Вот, а так нет, да, качественно. Я, в принципе, готова поставить плюсик. Ну и, конечно, завершающее ожидание реальность. Смотрите, промо-фотки полностью соответствуют тому, что вы получите. Это если так сравнивать. Второе. Человек, который ее себе купил, не я себе ее купила. Друзья. Спонсор сегодняшнего выпуска – друзья. Друзья всегда помогут с фигурками. Так вот, человек, который себе купил эту фигурку, он доволен. Он правда доволен, потому что он хотел ее из-за комбеза, потому что у другого пилота из этой же серии там комбез такой с тканюшки, этот больше на кожаный похож. Ну, в общем, как-то так. Но он доволен, да, это главное. Мне кажется, что ожидание реальности, оно для того и существует, чтобы понимать, получил ты то, чего ждал или нет. И вот человек как бы получил то, чего ждал. Ни больше, ни меньше. Ну, я бы, наверное, тоже была довольна, тем более, что промо-фотки не соврали. Бывает такое часто, что там так зафотошопят, что потом сидишь и думаешь, господи, да если бы я знала, что это вот так. Ну, хотя подставка меня прям бесит. Ну ладно, это мое мнение. Вот, а так я думаю, что да, ожидания и реальность, в принципе, совпадают, и это тоже плюс. Поэтому фигурка у нас получает 4 плюса, за исключением плюсика за раритетность. И можно смело рекомендовать ее фанатам «Звездных войн», фанатам «Руж Ван» конкретно фильма. Вот, и в принципе фанатам масштаба 1/6, то есть фигурка хорошая. Если у вас еще на полочке не стоит никого из пилотов по «Звездным войнам», ну, из пилотов TIE Fighter, то вот, пожалуйста, вот этот вариант очень даже ничего. Вот, да. Ну что, давайте переходить к сравнению. У нас есть пилот из Руж Ван. И пилот из «Пробуждения силы». Седьмой эпизод франшизы «Звездные войны», саги «Звездные войны». Вот. Но это у нас пилот из Первого Ордена, тайфайтеровский, а это из Империи. Что хочу сказать сразу. Ну, сразу подставку. Это тут же получает просто балл. Это можно так, наверное, сказать. Что еще нравится лично мне? Вот этот получает балл вот за вот это вот. Это вот деталь, это настолько крутой шлем. Здесь он попроще, конечно, да. То есть внешние деталюшечки, вот именно количество деталечек, наверное, у него вот пояс есть. У этого тоже есть пояс, но он какой-то простенький очень. То есть у этого детали, конечно, более навороченно выполнены. То есть если брать, там, например, сравнивать каждую детальку, там вот этот вот система жизнеобеспечения, то есть она вот у этого круче. То есть здесь вот, конечно, балл данному персонажу, тем более, что у него, смотрите, она какая. Еще сзади что-то наворочено, у этого такого нет. Вот. За что получает балл вот этот?
Давайте так, баллы будем им ставить, да? Мне у него нравится количество брони, что ли, или как-то. У него костюм посложнее, именно, наверное, в плане того, что вот помимо системы жизнеобеспечения рюкзака, который у этого сделан лучше, да, у него есть еще наплечники, наручи, да, выполненные из пластика, что, мне кажется, очень круто. Ну и, конечно, у него руки попроще, что ли, в плане пегов. Поэтому, наверное, да, плюсик вот этому. Балл. Так, в принципе, что у нас? Ну, вот этот, мне кажется, круче. Я не знаю, пишите в комментариях, какой нравится вам. Но мне вот, наверное, все-таки подставка меня подкупает, потому что у этого она более крутая. Хотя у этого, конечно, вот эта вот часть, она тоже мне нравится. Вот если их соединить, а потом разъединить, будет круто. Какой пилот понравился вам, пишите в комментариях. Также не пишите просто там «мне понравился с первого ордена». Напишите почему. То есть почему конкретно вот эта фигурка вам понравилась больше, или вот эта фигурка понравилась больше. А у меня на сегодня все. Ставьте лайк видео, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Рассказывайте о нас своим друзьям, а мы и дальше будем радовать вас космическими фигурками. Всем пока!